Крупные компании корректируют свои планы, то, что происходит сейчас в Берлине, остается за кадром основных новостей, но эксперты все чаще говорят о настоящем переломе в структуре финансовой Европы. Впервые за долгое время Германия запускает реформу, способную изменить логику работы транснациональных компаний. Автор инициативы Фридрих Мерц, и он действует без громких заявлений, однако содержание новых документов по оценкам экспертов в корне меняет подход к налогообложению крупных структур. Привычные инструменты оптимизации, офшорные схемы и непрозрачные льготы теряют актуальность. И как показывает первая реакция, рынок уже начал адаптацию к новой реальности. Что именно задумал Берлин и почему эта реформа может повлиять даже на другие страны Евросоюза? Льготы пересматривают, нахождение актива в офшорах становится все более рискованным. Важно, система оптимизации расходов, на которую рассчитывали транснациональные игроки, стремительно меняется. По данным источников, знакомых с содержанием реформы, уже сейчас пошел отток средств ранее привилегированных направлений. Срочная передача активов, скрытая ликвидация фондов, которые раньше никто не трогал. Бизнес столкнулся с непривычным давлением. Неожиданно выясняется, Мерц не просто реформатор, а политик, готовый кардинально изменить систему. Это больше не внутренняя реформа Германии, это сигнал всему Евросоюзу. Берлин возвращает себе контроль над своими деньгами и делает это в момент, когда Европейский Союз и так трещит по швам. В корпоративных кругах состояние неопределенности и тревоги. В Лондоне звучат прогнозы о возможной трансформации единой финансовой архитектуры Европы. Но самое интересное начинается, когда становится ясно, кто именно теряет свои миллиарды. Как утверждают экономисты, близкие к переговорам с федеральным правительством, главные потери несут не малые и средние предприятия. Бьют тревогу совсем другие. Те, кто годами создавал непрозрачные финансовые схемы, оформленные в рамках формального соответствия. Речь о корпорациях с миллиардными оборотами, о тех, кто привычно парковал активы в Люксембурге, о тех, кто регистрировал дочерние фонды на Кипре, и, конечно, о тех, чьи самые чувствительные счета десятилетиями лежали в швейцарских банках. Ранее структуры ощущали устойчивость своей позиции, они опирались на армию юристов, международные договоренности и свою близость к власти, а главное на привычную модель, при которой Германия не лезет в их внутреннюю бухгалтерию. Но Мерц трансформирует именно эту структуру. Он перекраивает архитектуру, которую считали вечной. И, как сообщают источники в деловых кругах Франкфурта, ситуация уже выходит из-под контроля. Срочные совещания в банковских группах, переписка с юристами в Цюрихе, запросы на срочную передачу активов в Объединенные Арабские Эмираты. Самое показательное, те, кто еще недавно фактически диктовал свою политику через брюссельских лоббистов, теперь в изоляции. Они больше не формируют правила, они впервые за десятилетия проигрывают, а выигрывает Мерц. Он разрубает связки между бизнесом, старой элитой и европейской бюрократией. И делает это в момент, когда европейская система особенно уязвима. А теперь держитесь, Мерц пошел дальше, чем от него ожидали даже в его собственной партии. Параллельно с масштабной налоговой реформой внутри Германии он неожиданно развернул вектор вовне и ударил по самому чувствительному месту европейской элиты – по Швейцарии. Берлин требует раскрытия информации о владельцах закрытых швейцарских счетов. И не просто просит, а работать через финансовую разведку, налоговые органы и специальные дипломатические каналы. Как сообщают источники, знакомые с данной ситуацией, запросы касаются не только активных бизнесменов, но и бывших чиновников, медийных фигур, крупных адвокатов и наследников старой промышленной элиты. Фамилии не разглашаются, но по данным некоторых аналитиков, список включает более 400 человек, связанных с Германией. Особый интерес вызывают счета, открытые между, внимание, 2005 и 2020 годами. Именно в этот период, по версии экономистов, наблюдался активный рост зарубежных переводов под прикрытием легальных схем. Сегодня же эти схемы попали под микроскоп. Немецкая пресса осторожничает, но в деловых кругах уже все ясно. Берлин впервые не просит разрешения в Брюссель, а действует как суверенный игрок. В Швейцарии наблюдается резкая реакция, банки нервничают, юристы в цейтноте. По инсайдерским данным, в ближайшие дни в Цюрихе состоится закрытая встреча крупных банковских групп. Обсуждается, как реагировать на новое давление и можно ли остановить потенциальную волну публичных разоблачений. В
Впервые за долгое время Берлин и Берн оказались по разные стороны линии. И в этой линии миллиарды евро, десятки фамилий и политическая стабильность всей Европы. Результат? На первый взгляд кажется, что все под контролем, но если смотреть глубже, ситуация напоминает организованный, но резкий отток активов с высокой степенью срочности. За последние недели зафиксировано рекордное количество переводов из немецких банков в юрисдикции с пониженным уровнем прозрачности. Счета закрываются, активы переоформляются, деньги уходят в недвижимость, в Объединенные Арабские Эмираты, в золотые хранилища Сингапура и даже в криптовалютные структуры, зарегистрированные в Латинской Америке. Как отмечают экономисты, знакомые с внутренними отчетами крупнейших банков, большая часть этих операций происходит с участием посредников, связанных с бывшими министрами, членами старых партийных каналов и наследниками поствоенной элиты. По данным одного закрытого отчета, попавшего в прессу, только с начала месяца за границу выведено свыше, внимания 7,2 миллиарда евро. Цифра огромна, и она пугает даже тех, кто раньше считал себя неприкасаемым. Семьи переселяются, дети переводятся в школы в Лиссабоне, Дубае и Женеве, слухи усиливаются. Обсуждается, что следующим шагом станет закон о полном раскрытии всех крупных частных состояний, сформированных после 2000 года. И этот закон, по неподтвержденной информации, уже готовится в юридическом департаменте правительства. Элита нервничает. Те, кто раньше встречался в закрытых клубах Мюнхена, теперь общаются только через зашифрованные каналы. Пока мир сформирует новую архитектуру власти, прежняя модель теряет устойчивость в цифрах и данных. И самое тревожное, бегут не случайные люди, бегут те, кто раньше сам управлял страной. Но настоящая перезагрузка начинается здесь, с цифрового контроля. В Германии начинает разворачиваться цифровая система управления гражданами с масштабами, которых Европа еще не видела. Проект называется нейтрально «Интеграция данных в целях оптимизации». Но за этим формальным названием скрывается новая реальность – цифровой паспорт, в котором будет храниться все – от биометрии до кредитной истории, от передвижений по стране до налоговой активности. Мерц лично поддерживает проект, он публично заявляет, что Германия должна идти в ногу с технологическим прогрессом, но те, кто анализирует документы и внутренний протокол, уже бьют тревогу. По данным, просочившимся из одного из департаментов, речь идет о создании платформы, объединяющей налоговую службу, здравоохранение, транспорт и даже арендное агентство. То есть человек как единый профиль в государственной системе данных. Каждый шаг под наблюдением, каждая сделка под запись. Нельзя арендовать жилье, купить билет на поезд или открыть счет без одобрения системы. Профиль будет автоматически проверяться на наличие долгов, несогласованных передвижений и других рисков. Именно это вызывает тревогу у правозащитников. Они предупреждают, под предлогом безопасности и удобства формируется централизованная система мониторинга социальных и экономических данных. Но в федеральном правительстве другая логика. Говорят, что это необходимо для чистки от мошенников и контроля за миграционными потоками. А фактически речь идет о том, что создается новая цифровая вертикаль, и никто не сможет сказать, как далеко она зайдет. И вот главное, после запуска цифрового паспорта в Берлине начались процессы, о которых официально не говорят. По информации, просочившейся в медиа, в столице уже проведены неформальные встречи с представителями крупных IT-корпораций. Обсуждался вопрос расширения платформы и не просто в пределах страны, а с возможностью подключения банков, транспортных операторов и даже платформ по аренде жилья. Если это произойдет, Германия войдет в новую фазу, контроль перестанет быть точечным, он станет тотальным. Как утверждают источники, близкие к переговорам, речь шла о создании единой базы, где данные граждан будут храниться в режиме реального времени. Именно так работает система в Китае. И именно к этому, судя по движениям Берлина, ведет нынешняя реформа. Интересно и другое. Некоторые высокопоставленные фигуры из Европейского Союза уже якобы дали свое согласие на подключение к этой системе, но с одним жестким условием. Никакие сторонние государства, включая Соединенные Штаты Америки, не должны получить к ней доступ. Это означает, что Мерц не только действует быстро, но и укрепляет национальный суверенитет, пусть даже такими методами. Но для элит, привыкших к автономии, это стало серьезным вызовом. Именно они впервые начали паниковать, когда стало ясно, в новом мире спрятаться уже не получится. Говорят, что те, кто ранее пользовался непрозрачными схемами, теперь сталкиваются с реальностью цифрового контроля и биометрии. И остается вопрос, где будет установлена граница между инновациями и личной свободой.
Если вам понравился рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.